Всем привет! Сегодня пересаживаю цимбидиум, который в начале ноября порадовал меня сразу 6 цветочными стрелками. Для меня это было радостью, неожиданностью. Находилось растение все лето на открытом воздухе, стояло под крышей, поливался искусственно. И занесла я его домой уже после первых серьезных холодов, то есть когда температура начала опускаться ниже, чем плюс 5 градусов. Такой перепад ночных и дневных температур, прохладные ночи как раз и способствуют закладыванию цветочных почек. Это важно для цимбидиума. И начиная с декабря в каждом своем ролике я вам хотя бы чуть-чуть, но показывала своего красавчика, наслаждалась его цветением сама и демонстрировала не раз вам. Но рано или поздно всему приходит конец. Мой ароматный красавчик отцвел, и пришло время его пересадить. Как видите, на моем растении сухого больше, чем зеленого. Сухих, старых, высохших бульб больше, чем молодых. Кстати, цветет цимбидиум только на молодых бульбах. Молодые росты, вот один из них. На будущий год или через два эта бульба зацветет. Старые бульбы цвести не будут, цветут они всего лишь единожды при наступлении благоприятных условий. Удалять, естественно, я ничего не собираюсь. И удалять и обрезать можно только полностью отсохшие. Здоровые ткани травмировать я не буду. Вот внутри вся середка, как вы видите, вся сухая. И многое здесь можно удалить, но лишнего ковырять я не буду. Из этого тесного горшочка мое растение давным-давно выросло, и надо еще умудриться его из него вынуть. Это не такое уж простое дело, как оказалось. Растение уже выпирает со всех сторон, и бедный горшочек еле умещал в себе все его корни. При такой высохшей серединке растение можно было, в принципе, и разделить. Вот посмотрите, грунта совсем не осталось, одни корни. Очень плотный ком. Корни эти живые, не сухие. Ну, возможно, там внутри где-то и есть сухие корешки. Но те, которые я вижу на поверхности, живые и здоровые, плотные и целые. Трогать я здесь ничего не буду, делить, ковырять, потому что это чревато гибелью растения, если сделать это неумело. И при делении нужно оставлять не менее 3 бульб. 3 это минимум. Максимум, чем больше, тем лучше. Поэтому опыт у меня уже такой был, когда я разделила растение, купленное в уценке. Позже покажу. Там 2 маленьких хлипеньких растения. Вот еще один ростик новый лезет. Пока еще маленький. Аккуратно убираю только самые сухие чешуйки. Ничего лишнего ковырять не буду. Вот он ростик. И после деления, даже после успешного, растение может не цвести 2-3 года, поэтому я делить его не буду. Оставлю все как есть, весь этот пучок на месте. Вот они, сухие бульбы, которые уже отцвели раньше, в прошлом или в позапрошлом году. Обрезаю хвостики, макушки их. Полностью бульбы срезать не буду. Некоторые есть полностью сухие, которые можно без вреда, в принципе, удалить полностью. Но не вытаскивать из общего кома корни, чтобы не повредить здоровые. Хотя, может быть, у нее и сухие. Вот еще один ростик. Молоденький, небольшой. И эти бульбы отсохшие обрезать нужно тоже осторожно, потому что сверху они могут быть полностью сухими. Основание листьев
и верхушки бульб. Но внутри, вот одна из таких бульб, она кажется полностью сухой. И кажется, что ее можно удалить полностью. Но при надрезании я задела живую часть, еще зеленую. Делать этого, конечно, не нужно, потому что можно занести инфекцию, может начать гнить бульба в этом месте. И эти старые бульбы отдают питание растению, новые бульбы растут за их счет, можно сказать. Поэтому их лучше не трогать. Удаляю все только сухое, то, что хорошо отходит. Внутрь не полезу, лишнего ковырять не буду. Уходит цимбидиум прост, я бы сказала. Единственное, что, как и почти все орхидеи, его нужно беречь от загнивания корней и бульб. То есть беречь от переувлажнения. Лучше лишний раз засушить, не долить, чем залить растение. Листики время от времени старые желтеют, отмирают. Вот, кстати, растение, про которое я говорила. Это то ли разделенное мной, то ли купленное в магазине в уценке с одной-двумя бульбочками. И вот в таком виде растение может стоять несколько лет. Нарастает очень медленно. Вот еще одно. Растут они, кстати, оба в обычной земле. Предыдущее растение — это вот новый ростик. И хотя оба растения растут в обычном грунте, поливами я их не балую, поливаю не часто, только после почти полного просыхания грунта. Сегодня я цимбидиум буду сажать в смесь из покупного грунта, торфогрунт. Ну, может быть, здесь есть небольшая какая-то часть огородной земли, но совсем немного. И в эту хорошо увлажненную землю я добавлю грунт для орхидей, вернее, от орхидей. В этих горшочках некогда росло что-то из моих орхидейных. Это и сосновая кора, и скорлупа кедрового ореха, керамзит, мох сфагнум, остатки я вижу. В общем, все то, что традиционно используется при выращивании орхидей, тех же фаленопсисов. Соотношение примерно 1 к 1 у меня получилось, но можно сажать в чистую кору цимбидиум без добавления земли, особенно если вы любите поливать свои растения. У меня обратная проблема, я их чаще засушиваю, чем заливаю, поэтому я не боюсь добавлять такое большое количество грунта. Все хорошо перемешиваю. Горшочек взяла 5,5 литров. Он гораздо больше, чем предыдущий. По высоте примерно такой, по ширине шире гораздо. Примеряю корневой ком, чтобы он умещался и растение оказалось на том же уровне. То есть все бульбы должны находиться над землей. И начало корешков я должна тоже видеть. Делается это, опять же, во избежание загнивания корней и основания бульб. Вот так выглядит растение после чистки. В том, что оно такое непышное, есть и моя вина. Летом я его чуть не засушила полностью, не поливала длительное время и одновременно сняла более 20 желтых листьев. Кстати, пожелтение листьев свойственно цимбидиуму. Старые листья на старых бульбах отдают свое питание растению и постепенно желтеют. В этом нет ничего страшного, это закономерно. Но и в случае с пересушкой. Хорошо, что я его пересушила, а не залила, потому что залитое растение спасти гораздо тяжелее, чем пересушенное. Ну и по той же причине растения не мою и не купаю. Все гигиенические процедуры сводятся к протиранию листьев влажной тканью или ватным диском. Листья ремневидные, жесткие, поэтому мыть его удобно и никаких проблем с этим не возникает. Влажным диском охватываю лист с двух сторон, и с тыльной, и с лицевой, и одним движением протираю. Вся пыль, вся грязь, все остается на ватном диске. Удобно и никаких проблем. Всю зиму растение находится при обычных комнатных условиях, специальных я ему не создаю. Обычная влажность, обычное освещение, обычная температура. На солнце тоже не стараюсь его поставить, стоит вдали от окон. Какая-то часть солнечного света, конечно же, попадает. Ставлю его на то же место, где он стоял во время цветения, в окружении других моих любимцев, фаленопсисов. И там он будет стоять до тех пор, пока на улице не станет температура выше, чем плюс 5 градусов ночью. Тогда я его вынесу опять на улицу
И до самой осени, до самых холодов он будет стоять там. Надеюсь, опять наберет бутоны и порадует меня цветением и на будущий сезон. Так растение выглядит через месяц после пересадки. Никаких изменений в худшую сторону я не наблюдаю. Все хорошо. Растение развивается. Тургор у листьев нормальный. Новые росты растут. Поэтому могу с твердой уверенностью сказать, что пересадка прошла успешно. Мне кажется, я все рассказала сегодня о цимбидиуме, все, что знаю сама. Если вдруг какие-то вопросы возникнут, спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить, если сама, конечно же, знаю на них ответы. На сегодня буду прощаться. Всем всего наилучшего, отличного настроения, красивых цветов и до новых встреч на канале. Пока!